Москве вручили премию «Рунета». Это такое ежегодное мероприятие, где отмечают, цитата, «вклад в развитие российского сегмента сети интернет». Если запах нафталина вам еще не успел ударить в голову от таких формулировок, продолжим. Сама церемония выглядит ностальгически. Грязные полы, какие-то безымянные ноунейм ведущие, ни одного более-менее известного имени в списке жюри и девушки, выносящие статуэтки в платьях в стиле Игоря Гуляева. В принципе, вы с легкостью могли бы перепутать этот ивент с любым региональным конкурсом красоты. Мы бы и в этом году смело могли пропустить это событие, если бы не один из победителей, который нас заинтересовал. Знаете, кто это? Нет, не Дудь и даже не ведущий Пушки. Это, ребята, Росгвардия. Да, вам не послышалось. Хотел бы от имени Росгвардии сказать большое спасибо экспертному совету, всем экспертам клуба и всем, кто за нас голосовал. Победило YouTube-шоу «Проверка на прочность». Не слышали? Но это вы лохи, а Росгвардия молодцы. Идею этой программы можно описать так. Забытые богом селебрити испытывают свою выносливость в среднем на 10 тысяч просмотров. Самое популярное видео этого проекта с Иваном Охлобыстиным – 27 тысяч просмотров. Кроме знаменитого доктора Быкова, именно через эту роль Охлобыстина пиарили этот выпуск. Профессии Росгвардии успели примерить Родион Газманов, блогер Лилия Абрамова и Аскольд Запашный. Ну, по этому списку можно сразу, так сказать, вычленять друзей Росгвардии. Тоже, кстати, очень удобная опция. Шоу запущено с 1 октября, и как за 2 месяца оно закрепило за собой звание образцового воспитательного проекта, непонятно. Хотя я-то знаю, как это делается. Понимаете, в медийной подписочке Росгвардии важна эта премия. Даже не жалко, может быть, денег каких-то за нее заплатить. Надо же потом отчитаться за проект, на который мы не знаем, сколько хулиардов рублей было потрачено. Что да, мол, ну с просмотрами у нас пока не очень, просто контент очень интеллектуальный, но зато вот премию нам дали за качество. И тогда начальники Росгвардии посмотрят на это все, скажут, а, не, ну тогда понятно, почему один выпуск стоит у вас 5 миллионов рублей. Нормально. Как у Симонян с ее международной панорамой. Входим в бюджет. Впрочем, наш обозреватель Анатолий Чихачев со мной не согласен. Он в восторге. И настаивает на том, что его обзор – это первый честный обзор ведомственного видео в интернете. Простите, в Рунете, конечно же. Нужно всего 3 камеры. 1 карлик, кожаная куртка Марины Хлебниковой и полный доступ к архивам Ванги. Вот тебе НТВ. Понял меня, да? Ну и пусть там он гоняется за Вадиком Токменевым. Да, мужики, да? Категорически. Это конский перегной. Я опускаю туда руку и нахожу алмаз. Это метафора. Иногда среди всех фекалий, что предлагает нам пиндосский YouTube, мы не замечаем качественную продукцию. Пора закатать рукава. С вами Анатолий Чихачев. Последний честный журналист в СНГ. Начнем с первой жемчужины прорывного проекта Росгвардии «Проверка на прочность», который и получил премию Рунета. Абсолютно заслуженно. Лучший выпуск с Родионом Газмановым. Славно, что даже звезды эстрады теперь умеют разгонять майданутых протестующих водометом. Стрелять можно? Да. Есть! Теперь Родион обучен не только с батей Люси искать, но разгонять разъяренную толпу, требующую крови, революции или, еще хуже, свободы фургалу. Только ты и я, как Чип и Дейл, летим вперед на спасение нашего города от беспорядков. Вы посвящены. Но для канала Росгвардии у меня есть идея получше. Представьте такое шоу. Стоит синагога, а к ней бежит ОМОН. Ха, можно 3 серии снять. Да не стряхивал я на ободок, успокойся. Как известно, не все россияне понимают, что такое качественный контент. В Минобороны свои способы борьбы с невежеством. Военные оркестры сами приходят к жилым домам и заставляют тунеядцев родину любить.
Но чаще всего концерты разворачиваются под окнами ветеранов. Это отдельная рубрика на ютьюбе Минобороны. И ковид-поздравлениям не помеха. Военный оркестр для вас сыграет военные песни. Но кто сказал, что Родине нужно помогать всего один раз за жизнь? Чтобы ветераны не растеряли боевые навыки, их приглашают на полигон и сажают в танки. Но смелых идей Минобороны все же не хватает. И я, Анатолий Чихачев, всегда рад их предложить. Представьте социальный ролик. Молодой фанат Моргеншейта не хочет идти в армию. Откосить надумал. И тут вбегает ОМОН. Классно. Продам Андреасяну. Премию имени Чихачева за самый хайповый контент получает YouTube-канал Генпрокуратуры. Доступно, понятно, молодежно. Всем доброго дня, это лайфхаки от эфира Генпрокуратуры. Самовыражаемся, но цивилизованно, чтобы не было так или так. Мне лично такое не по душе, надеюсь, вам тоже. Оседлать войну интернет-хайпа удалось московским росгвардейцам. Они повторили интернет-челлендж из популярного интернет-приложения TikTok. Просто подумай, как я все гениально придумал. Стоит слепая гадалка, сзади нее сразу несколько ОМОНовцев. Каждый бьет ее по спиняке, а она должна угадать, кто ударил, а? Продам на белорусский телек. Ты что, конечно, не служил, у меня геморрой. Но лучше других на местах отличился творческий коллектив МВД из Челябинской области. У них вышла целая серия музыкальных роликов. Лучший видеоклип про участкового. Если эта песня не убеждает вас стать полицейским, поздравляю, вы бездушная скотина. Не рок, но звезда на плечи упала, в лицо узнают, людей немало. Автографы ставлю в конце протокола. Я участковый с душой рок-н-ролла. Помните блестящую метафору, которую я привел в начале выпуска? Это конский перегной. Это метафора. Сегодня мы отыскали с вами целую горсть алмазов. А теперь представьте, что каждый из нас не фыркает, а опускает руку в эту кучу. Роется в этой куче рукой, нащупывает волосы и вытаскивает Артема Шейнина. Но за ним тянется весь ОМОН. И вот. Одной из